закрытие третьего уровня лидерства. Да, то есть сами знания, да, эзотерика, они начинаются на третьем уровне. Да. На втором уровне развития это личностный рост, на первом развитие отдыхает только через вынужденные извне обстоятельства. Припекло, пошел делать, может быть и не пошел, да, чаще не пошел. На втором уровне личностный рост, на третьем и выше это идет эзотерика. Как это связано с самореализацией, мы это сами тоже говорили. То есть самореализация – это право на определенный уровень возможностей, на определенный уровень жизни, на определенный уровень успеха, на соответствующий уровень покровительства. Да? И если вот уровень человека не соответствует, то есть он ниже, скажем, что такое уровень ниже сам по себе, компьютер работает медленнее, чем нужна скорость для решения соответствующих задач. Да? То есть если сознание по уровню не дотягивает, то, в принципе, он не способен понимать информацию более высокого уровня, да, или не способен думать на эту тему, а если даже способен думать, он не успевает думать с нужной скоростью, да, не успевает в текущем режиме обрабатывать информацию, принимать решения. Да. Поэтому, если уровень не соответствует, это первое, техническая невозможность получить те результаты, которых хотелось бы получить, да, куда там человек, да, смотрит себя там, где он видит. Да, если уровень не соответствует, раз. Другая сторона медали, если есть кармические хвосты не закрытые, они блокируют возможность подниматься выше. Ну и следующее, да, если по уровню он не закрыл соответствующие вопросы, покровители говорят, да, в принципе, ты молодец, но у тебя в зачетке не хватает оценок, поэтому сдашь оценки, приходи со своей просьбой о повышении. Поэтому человек должен идти по жизни с необходимой скоростью, да, чтобы успевать решать те задачи, которые перед ним ставят высшие силы, ставит карму. У людей мнение, а у высших силах закон. Да, и ваша судьба зависит от закона в большей степени, чем от мнения людей. В большинстве подавляющем случае мнение людей, на которые реагирует человек, от них судьба не зависит. Значит, по теме данного занятия, чтобы двигаться вверх, да, чтобы получить приз такого-то уровня, человек, по крайней мере, большую часть вопросов, да, требований к соответствующему уровню он должен закрыть. Да, тогда он получает призы этого уровня. Если он эти требования не понимает, не выполняет, то он и не получает соответствующих призов. Значит, мы с вами сегодня рассматриваем лидерство. В данном случае это две основных роли. Роль первая – это лидер, роль вторая – это руководитель. Да? Закрытие третьего уровня – это освоение и одной роли, и второй роли. Да, в первом приближении мы с вами рассмотрим, что такое роль руководителя и что такое роль лидера. Лидер, ну, предположим, в первом приближении, можно сказать, блогер. Он ведет блог там, или вещает, у него есть какой-то канал, люди к нему прислушиваются, они принимают решения на основе того, что он говорит. Он не отвечает за процесс. Он не отвечает за конечный результат. Он не строит процесс. Но у него есть авторитет, и он влияет на людей, да, в силу тех или иных причин. Но лидер, он влияет на людей, да, но не отвечает за конечный результат. Да, он не строит процесс. Руководитель бывает по-разному. Не обязательно, чтобы он был как личность притягателен, что на него там приятно было смотреть, приятно было бы его слушать. Но отличие руководителя от лидера состоит в чем? Руководитель отвечает за конечный результат. За конечный результат. И он с точностью наоборот. Под процесс его задача подбирать людей. Да, они не нравятся обязательно все. А вот чтобы идея была реализована, он подбирает людей, которые будут соответствовать этому процессу. Не соответствует процессу, нужно что-то делать с человеком, в конце концов прощаться, если он не соответствует процессу. Да, потому что он отвечает, ну, там, опять же, мотивация может быть разная. Да, если это адекватная мотивация перед высшими силами, перед своей совестью, да, перед душой, перед судьбой, да, в зависимости от того, вот, как выстроена мотивация. Но он отвечает, в зависимости от внутренней выстроенности, но в любом случае за конечный результат.
да, и у него другие требования. Ему нужно организовать процесс. Если лидер, да, это вот он влиянием обладает, а руководитель, ему нужно более рассчитывать, что должно происходить, и принимать правильные решения. Не всегда популярные, во многих случаях креативные решения. Вот кто становится вообще-то великим, да, известным, кто способен делать вот то, что до него никто не делал. Тогда у человека есть возможности, да, принимать правильные решения и пользоваться случаем. Когда вы подготовлены, когда у вас продуманы те или иные варианты, да, заготовки есть. Не продумал, значит проиграл. Значит, это принципиальное отличие. Да, руководитель, его задача рассчитывать, там, управлять процессом, вовремя принимать решения, доводить до результата. Нравится или не нравится, но нужно идти к тому, чтобы, да, поставленная цель была достигнута. Лидер, понятно, что это не может быть слабый человек. Он обладает внутренней силой, у него сформированные убеждения, он совершил достаточно много поступков в своей жизни и получил для себя личные результаты. У него есть чему поучиться. И благодаря его качествам, его энергетике, да, его влиянию и его результатам люди на него равняются, и они тоже хотят так. В идеале эти роли должны быть в одном человеке. Способность зажигать и влиять – это одно. Скажем, во многом это духовная сила, но и способность все правильно просчитывать, да, четко выставлять задачи для каждого исполнителя, контролировать выполнение задач, оценивать, принимать решения, что заслуживает человек, чтобы это было справедливо и эффективно. Да? И это другое, это в большей степени интеллект. Интеллект, который заточен на достижение конечной цели.